Готовим сегодня вкусный узбекский плов с курицей. Хотя, конечно, узбеки готовят плов с бараниной. Но некоторые секреты узбекского плова вы все равно узнаете. Прежде всего, готовить плов необходимо, естественно, в казанке, чугунном казанке. Следующий совет. Должно быть много моркови. И ее нужно обязательно резать брусочками, но не тереть на терке. Также рис должен быть из твердых сортов. Например, жасмин, девзира, длиннозернистый, в конце концов. Из приправ используют куркуму, зиру, обязательно чеснок. Далее, мясо должно быть жирных сортов. Если это курятина, то лучше всего бедро. Итак, прежде всего необходимо нарезать нам морковку соломкой, лук полукольцами или мелко. На 400 грамм риса необходимо 1 большая луковица и 2 больших морковки. Это 400 грамм моркови. Мясо на ваше усмотрение от 800 грамм до килограмма и даже более. Итак, разогреваем чугунок. Прям в чугунок наливаем растительное масло, примерно полстакана. Раскаляем его и уже в раскаленное масло будем класть наш порезанный лук. Это мы начинаем готовить зирвак, то есть бульон для плова, который состоит из зажаренного лука, моркови, мяса и протушенные в воде до полуготовности мяса. Итак, зажариваем лук до светло-золотистого цвета, не зажариваем. Теперь добавили сюда мясо, поперчили его, посолили, обжариваем в течение 7-8 минут. Когда мясо уже побелеет, будем добавлять рубленую, порезанную брусочками морковку. Она может быть, брусочки могут быть любой длины, не бойтесь делать им длинными. Почему именно брусочками? Чтобы морковь не разварилась в процессе варки и не превратилась в кашу. Итак, обжариваем морковь еще минут 7-8. Также будем добавлять сюда специи к мясу с морковью. Перемешиваем тщательно. Берем чайную ложку зиры, 2 чайные ложки куркумы, можно также барбарис и на четверть чайной ложечки красного перца молотого. Перец это уже на любителя. Перемешиваем. Теперь заливаем наш зирвак водой, точнее зажарку с мясом и луком. Заливаем водой так, чтобы она покрыла морковь. И тушим. Считается, что чем дольше готовится зирвак, тем вкуснее плов. Ну, во всяком случае, минут 15 нужно проварить точно. Накроем при этом крышкой. Также зирвак необходимо посолить с учетом того, что рис заберет соль. Поэтому на 400 грамм риса 2/3 столовой ложки соли точно. Но далее на ваш вкус. Обязательно будем пробовать на соль зирвак перед засыпкой риса. Бульон должен быть более соленый, чем суп. Опять же, по той же причине, что рис впитает лишнюю соль. Теперь, что касается риса. Его необходимо трижды промыть в холодной воде, для того, чтобы ушел крахмал и рис получился рассыпчатым в плове. Теперь добавим сюда рис. Воды должно быть на 2 сантиметра больше, чем рис. Варим минут 15-20 на большом огне, чтобы рис впитал воду. Я изначально много воды случайно налила в зирвак, поэтому сейчас уже после риса я не добавляла воду. Но вы помните, что на зирвак воды заливается немного, а доливается уже после риса. В процессе приготовления рис нельзя мешать ни в коем случае. Затем делаем до дна ручкой ложки, например, в 5-6 местах вот такие вот луночки, чтобы вода быстрее уходила, быстрее впитывалась. Когда вода впитается в рис, добавим сюда нечищенный, но хорошо омытый чеснок, 2 головочки, и накроем крышку. Сверху лучше всего еще укрыть полотенцем или пледом. И на самом-самом минимальном огне еще минут 15-20, чтобы плов дошел. После того, как выключите огонь, необходимо укутать плов еще от 20 минут
буквально до часу. Укутанный готовый плов будет еще вкуснее. Узбекский плов с курицей готов. Будем насыпать в тарелочку. Мой плов с курицей готов. Желаю вам приятного аппетита, кулинарных успехов. Если вам понравился рецепт, поставьте лайк. А также подпишитесь на наши интересные видеорецепты. До новых встреч!